выпала честь и удовольствие быть приглашенным на прощальном матче Вадима Евсеева. И сегодняшняя пресс-конференция посвящена этому событию. Через 10 дней на стадионе в Черкизове Вадим выведет на поле сразу две команды. Команду своих друзей и команду, которую условно можно назвать сборную мира, потому что за нее будут выступать, ее будут поддерживать люди разных национальностей и люди разных команд. Многие, конечно, олицетворяют Вадима в первую очередь со знаменитым стыком против сборной Уэльса и с его игрой в двух этих матчах. А для меня лично Вадим – это пример взлета московского «Локомотива», команды, которая стала лидером, флагманом российского футбола, когда другая его команда, московский «Спартак», на время отошла с ведущих позиций. И вот символично или нет, но вот «Локомотив» после того, как из команды ушел Вадим, он только двигается. А сейчас, благодаря в том числе и Алексею Смерчину, к прежним высотам, который тоже был игроком того клуба. Ну и болельщики красно-зеленых, я думаю, не стоит об этом напоминать, они Вадима помнят, любят, ценят и за преданность клубу, и за вот все то, что было в его характере, абсолютно таком русском народном характере настоящего игрока, за его самоотверженность. И поэтому, наверное, он был всегда так востребован. Ну, а если говорить о характере, вот передо мной текст, который о разных вехах его истории рассказывает, не совсем я был лично знаком, потому что это что-то относится и к началу карьеры. Все, может быть, не знают, что у Вадима настоящий спортивный характер в 1990 году проявился, когда не взяли в составе московского «Динамо» его на международный турнир во Франции, и после этого он перешел в «Локомотив», желая, наверное, доказать, что он должен играть, и доказал. Вот. Ну и если говорить о «Спартаке», поскольку не только Алексей Смерчин, но два спартаковца сидят тоже здесь в президиуме, это Андрей Тихонов и Николай Писарев, то в «Спартаке» Вадим дебютировал в 1996 году, и это был знаменитый четвертьфинал против французского «Нанта», который Россия, я думаю, футбольная не скоро забудет. И в том же году у Вадима было 27 матчей в «Спартаке» и первый в его богатой коллекции титул чемпиона России. А всего 6 подобных трофеев, и 4 из них пришлись на карьеру в составе красно-белых. Но в составе «Локомотива» 2 победы в Кубке, 2 победы в чемпионате, 2 победы в Суперкубке, ну и матчи в сборной. Дебютировал он в 1999 году против сборной Андорры. Наша команда выиграла тот матч легко, 6-1. И вот те самые стыки на чемпионат Европы 2004 года против сборной Уэльса, это, конечно, украшение. И фраза, которую сказал Вадим на эмоциях после той игры, многие болельщики считают, что это может быть вообще олицетворение какой-то нынешней русской футбольной идеи. Ну и Лига чемпионов тоже у Вадима запомнилась красивыми моментами. Как играл тот «Локомотив» против французского «Монако», помнят очень хорошо. Ну и как играли потом подопечные Юрия Семина против «Реала», «Интера», киевского «Динамо». В общем, без малого 250 матчей было у Вадима в составе красно-зеленых и 25 голов для защитника, преимущественно крайнего защитника, ведь центральным тоже играл, по-моему, немножко, нет? Ну, чуть-чуть было. 25 голов – это высокий показатель. В 2007-м Вадим ушел из «Локомотива», это уже новая история, не найдя, как и Дмитрий Лоськов, другой прославленный ветеран красно-зеленых общего языка, с прекрасно известным и знаменитым Анатолием Бышевцем. После этого была игра за легендарное, но пребывающее в первом дивизионе «Московская торпеда», потом подмосковный «Сатурн». И в апреле прошлого года Вадим уехал за границу, правда ближнюю, по приглашению Сергея Гуренко стал игроком белорусского «Торпеда» и 21 ноября объявил о завершении карьеры. Сказал, что заканчивать нужно всегда вовремя, вот сейчас именно такой момент и настал. Обещают организаторы, что помимо чисто футбольного праздника будет всевозможные сюрпризы, подарки, благодарности. Артисты, разумеется, которые футбол любят, тоже по мере сил участия в этой игре примут, и шоу-балет «Тодос» готовит выступление в перерыве матча, и певец Ираклий Персхалава, как сказали, выступит с новой песней под прощальный круг почета Вадима Евсеева. Обычно провожают игроков с футбола под знаменитое «Виват, король, виват», но посмотрим, чем Персхалава нас удивит. Ну и, что важно, на матче детям погибших хоккеистов Ярославского «Локомотива» будут вручаться путевки во Всероссийский детский центр «Орленок», которые будут представлены фондом «Древо жизни». Это благотворительный фонд возрождения национального культурного духовного наследия, руководит которым Александр Львович Рапопорт. И вот этот фонд тоже принимает участие активное в прощальном матче Вадима Евсеева. Настало время, я
решил завершить карьеру. Приятно то, что мне пошли навстречу руководитель «Локомотива» Ольга Юрьевна Смородская. Дала добро на проведение этого матча на стадионе «Локомотив». В принципе, другого стадиона в нашей стране нету. Мои ощущения, ну, если честно, я еще не знаю, как это можно сказать. Может, после матча будет ощущение. На сегодняшний момент как бы я... Предвкушение, да, можно сказать, этого. Тренировать будет сборную друзей Евсеева, это Филатов Валерий Николаевич и Юрий Павлович Семин. Сборную мира Георгий Александрович и Олег Иванович Романцев. Георгий Александрович Ярцев. Вот. По игрокам, как бы, можно сказать, и свою команду я составлял из тех игроков, с кем я играл в «Локомотиве». В основном, потому что если брать так по составу, то что с кем я играл, и есть игроки, например, Павлюченко и Торбинский, они как бы в «Локомотиве» играют, поэтому как бы сам Бог велел их тоже пригласить. Вот. А команду сборной мира составляли как бы из русских игроков, как бы я с ребятами разговаривал, как бы все дали добро, и в частности я еще разговаривал с Роберто Карлосом, он с удовольствием откликнулся на это предложение. И с иностранцами, которые играют в нашем чемпионате, тоже как бы я разговаривал, все тоже откликнулись. В частности, я вот Алексей Смертин дал телефон Ивановича, я ему позвонил, он тоже сказал, что я приеду при одном условии, если мы проиграем в Барселоне. Но оказалось, что они выиграли, но в тот же момент он получил желтую карточку, и поэтому как бы пропускает игру. Я ему еще раз позвонил, он сказал, как бы, ничего, не то, что от него не зависит, а то, что ничего ему не мешает, то, что он будет на этой игре. С остальными как бы игроками, то вот занимался Тимур Абидов, как бы с ним созвонился. По Гиксу на сегодняшний момент 50 на 50, как бы, потому что там чисто технические вопросы, успеет, не успеет на эту игру. Вот, ну, вот как бы вся информация. Дмитрий Булыкин, я ему звонил где-то недели 2 назад, но вот вчера звонил и вспомнил то, что он стал чемпионом в составе Аякса, поэтому еще телефон не брал, видимо, отмечает. Вот. Дмитрий еще будет Булыкин. Вот. Все, что можно сказать по игрокам и по тренерам.